Привет, мои дорогие друзья! Очень важный вопрос. Смотрите, дорогие друзья, многие знают, что много что изменилось после 24 февраля. Некоторые начали по-другому относиться к армии, некоторые начали по-другому относиться к руководству страны. Они видят, что вроде как руководство уже не такое воровское, как будто бы меньше воруют, да, на получении уже гуманитарки, воруют на последнем. Как будто бы не знают люди, что офис президента придумал следующее: хабы на границу, гуманитарные хабы. То есть ты завозишь свою гуманитарку, но не-не-не. Или ты ее будешь завозить и растамаживать как просто как обычную, там, я не знаю, как будто ты себе заказал. Или же ты это все отдаешь в хаб, а уже в хабах будут распределять. Что в магазин продать нахрен, что отправить куда-то на райончик. Но не просто отправить, а с Кирюшей Тимошенко, к примеру. Или еще с каким-нибудь Ермаком. Смотри, это же я благодетель на самом деле, это я тебе привез. Это реалии современной Украины. Но некоторые предпочитают этого не замечать и думают, что изменилось вот тотально все. Да, мы стали более там проукраинскими, многие люди. Но многие люди уже, да, на самом деле не изменилось ничего с теми свиньями, которые были свиньями и подонками. Смотрите, метаморфоза интересная, я сейчас вам зачитаю статус. Это статус заместителя главного редактора издания «Страна». Издание «Страна.юа», которое цитирует, очень любят цитировать федеральные СМИ России. Итак, я тут не говорю о том, что они залепили себе все страницы русским кораблем, но сегодня отмечают свой профессиональный праздник контрразведчики СБУ, представители уникальной интеллектуальной профессии. О результатах их деятельности мы узнаем из сухих строк многочисленных приговоров судов. Вина обвиняемого полностью доказана. Он приговорен к 10-12 годам лишения свободы, почти как твой босс. О подробностях работы из скупых пресс-релизов. Пресечена преступная деятельность, работавшая в интересах государства-агрессора. Деятельность задокументирована. Материалы переданы в установленном порядке в суд. Что стоит за этими казенными фразами? Сколько времени и сил было потрачено, чтобы вышел вот такой вот релиз? Мы, скорее всего, не узнаем никогда. Я тебе, сучка, скажу, почему мы этого не узнаем. Потому что доказательств никаких вины человека нет. И обычно они толкают на угоду. То есть они говорят: или мы тебя продолжим трахать здесь, ломать тебе пальцы в подвале, или ты напишешь угоду, и тогда ты отправишься на пятерик, к примеру, да, вместо своих 12. Или вообще просто мы тебя будем здесь трахать, пока ты не сдохнешь. И напишешь тогда признание, да и все. А как вы знаете, признание — это царица доказательств. Вперед. Ты этого не знаешь? Тебе твой шеф не рассказывает, который в Австрии прячется? Нет? Может быть, скоро расскажет. Разве что спустя множество лет, когда кое-что может быть рассекречено или изложено в мемуарах или остросюжетном фильме. Пройдут десятилетия, а мы, скорее всего, так и не увидим лиц тех, кто сегодня, видим мы их тупые лица. Видим. Враг очевиден, обозначен знаками различия, находится здесь все сложнее. Слышь ты, чудо в перьях, со своим долбанной страной ЮА, на которую до сих пор еще не перестегнувшие шлемы люди в этих самых, в таких застегнутых вот до сюда ватниках идут и говорят: ой, да, страна. Какие же вы мерзкие. СБУ изменились? СБУ каждый день гребут людей. Каждый божий день гребут людей с тех территорий, которые находились под русскими. Вина этих людей я регулярно в Телеграме публикую. Один там в школе преподавал, да, другая, у них денег не было. Их же никто не обеспечил деньгами. Что они продолжали работать там, где они работали. Один соревнования по футболу провел где-то. 12 лет. Про него напиши. Про 12 лет, про детей его, про внуков напиши. Ни хера ж не напишешь. Новое задержание. Важно, задержали террористов в Днепропетровске. Вы знаете, они готовили дестабилизационные мероприятия. СБУ задержала. Партия Шария. Партия Шария. СБУ выкрала в Днепре. Подпольно, смотрите, действовала партия Шария. Вот, как раз таки контрдиверсионные были проведены мероприятия, и они обнаружили подпольную партию Шария. Они на обысках нашли алгоритмы касательно провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций на поддержку российских оккупантов. Смотрите-ка. А еще они нашли договора про то, что эти члены партии не должны рассказывать про свою подрывную деятельность против Украины. Я уверен, там так и записано было. Обязуюсь не рассказывать про свою подрывную деятельность против Украины. Давайте посмотрим, что эти тупорылые свиньи выложили. Смотрите, СБУшник — это свинья по определению.
это вырожденец. А потом уже можно определять, в большей степени вырожденец или в меньшей. Но вы же знаете, хорошие СБУшники в хороших, да? Итак, что они выкладывают? Они выкладывают, вот, смотрите, вот, массу доказательств. Видите? Это все, что они выложили у себя. Давайте теперь разберемся, ну чуть получше. Я знаю, что издание «Страна.ua» это разбирать не будет. Тупая Европа, которая зализывает в задницу Зеленского, тоже в этом не будет разбираться. Хотя я уже на английском пишу. Я уже пишу как угодно. Я пишу, вы этого не видите. Вы слепые нахрен. Вот когда очередное чмо начинает подмазываться, там вот, Зеленский там, я говорю, вы этого не видите. Они не видят нифига, не видят то, что им надо. Итак, кредитное самоубийство Украины. Право на правду. Материал, если не ошибаюсь, 20 или 19 года. Рассказывает о том, как бесконтрольно набираются кредиты. Ого! Далее, начинаем смотреть, что же это у них тут еще. Сделай свой вклад. Подождите. Это предвыборные 19 года. 19 года, Верховную Раду, да? Когда карлик недоделанный, да, еще там посылал приветы. Все было хорошо. Так получается, если ваш карлик недоделанный посылал приветы, так получается, он тоже вместе с нами там как-то мутился, да, или что? Дальше смотрим. Наш газ, наша земля. Наш газ, наша земля, это получается что? Это мы рассказывали в 20-м, если не ошибаюсь, году. Мы рассказывали о том, что если труба проходит, вы это наверняка помните, кто следил. Если труба газовая проходит по вашей территории, а с вас берут деньги за транзит газа, то это неразумно. Это вы должны брать деньги. Это вот оказывается, дестабилизационные мероприятия, проводимые в 23 году. Далее что? Инструкция. Что это за инструкция? Вот они сами ее выложили. Инструкция поведения на акциях в случае вербальных и силовых провокаций. Это они выдали за инструкцию, как провоцировать беспорядки. В этой инструкции сказано, что если на тебя кто-то наезжает, никогда не вступай ни в какие словесные баталии, не дерись и так далее. Эта инструкция была распространена по моей инициативе среди всех членов, которые участвовали в акциях. Чтобы, не дай бог, не было никаких провокаций и так далее. Это они, то есть, вот так вот, да, перекрутили. Дальше что? Пресса. Это наконец-то подошло свидетельство уже дестабилизационной. Действительно, до 2020 года. Тупые же вы. Дети колхозных буренок. Вы же выкладываете фотографии документов 19-20 года. 19-20 года. Колхозные же вы свиньи грязные. Вы же людей сейчас просто ловите ни за что вообще. Просто в тупую на улице взяли, присанули. Но это хорошо. Почему, скажу в конце. То есть это плохо, но с другой стороны очень хорошо. Далее. Вы не обязаны платить за некачественные коммунальные услуги. Та же самая история по газу. Когда вы не получаете качественных коммунальных услуг, конечно, вы за них не обязаны платить. Опять-таки 2020 год. Теперь объясняю, почему это может быть хорошо. Потому что некоторые люди забылись. Они то есть видят врага, да. Враг вторгся, враг то, все, 5-10. И у них начинает отходить на второй план и размываться представление о вот этих свиньях. Эти свиньи лучше не стали, они стали хуже. Барышня, которую я хлопнул в Телеграм, которая являлась пресс-офицером всего одного там пограничного там участка, да, которая вся в Луи Виттонах, там, в Парижах и так далее, прошло всего 2 дня. И уже раскрутили, кто ее кроет, да, во всех смыслах. Генерал, оказывается, пограничник. А знаете, сколько у генерала-пограничника денег? Только на счетах, которые раскрыли, 16 миллионов евро. Дома изъяли там 1,5 миллиона евро. Он дома понакупал себе в Европе, в Испании купил, по-моему, в Италии купил дома и так далее. Вы считаете, они стали лучше? Вы считаете, сейчас расценки снизились там у пограничников у тех же самых? Они увеличились. Война, люди бегут, люди жизнь спасают. Они увеличились. И вот эти вот тварины, прихлебатели зеленого наркета, на самом деле попухли совершенно. То есть, если раньше они могли, просто там покошмарить кого-то, но в суде все равно это очень сложно, то сейчас, ввиду того, что суды тоже легли и просят, вот эти вот полностью потеряли любую связь с реальностью. И это хорошо, потому что люди видят, что на самом деле эти свиньи не изменились. Они арестовывают людей, у этих людей есть друзья, есть родственники, которые отлично знают, что это просто чушь, выдуманная на ровном месте.
Их родственников избивают, пытают, мучают. Это хорошо. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже, тем лучше, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий относительно того, что украинская власть стала лучше. Что вот эти вот свиньи в кителях, грязные, палачи долбаные, что они стали лучше. Они не стали лучше. Нет, они стали хуже. Потому что беспредела больше, оружия больше, можно убить кого-то, никто и не заметит. А вот такая вот пресса, как я вначале зачитал, всегда их покроет. Ну, я жду распространения данной информации по честнейшим украинским СМИ, где сидят такие же свиньи, которые тоже лучше не стали, а стали во много раз хуже. Это просто, чтобы у вас, не зашоривалась эта информация, чтобы вы помнили об этом. И они делают все, чтобы вы об этом не забывали. Пока.